Всем привет! С вами Алла. Сегодня смотрим общий расклад. Какая женщина хочет вас увидеть? Кто по вам соскучился и кто хочет вас видеть? Итак, выбираем свой вариант. Это колода первый вариант, это колода второй вариант. Так, единички. Какая женщина хочет вас увидеть? Туз мечей. Ну, вы с этой женщиной сейчас в ссоре. Это женщина, с которой вы сейчас не общаетесь и с которой вы в ссоре. И вот она собственной персоной. Королева мечей. Ребят, общий расклад, когда я описываю в самом начале, вы слушаете и будете понимать, ваш расклад или нет, потому что это не личное гадание, это общий расклад. Итак, первый вариант подойдет для тех, кто сейчас в ссоре с королевой мечей. Королева мечей – это темный цвет волос, темный цвет глаз. Может быть, по знакам зодиака это весы, близнецы, водолеи. Ой, смотрите, тут столько всяких эмоций на самом деле. Тут у женщины прям, знаете, как целая куча разных эмоций по отношению к мужчине. С одной стороны, скучаю, жду. С другой стороны, не знаю, что бы тебе сделала, потому что очень много... Ну, пятерка мечей – это злость, раздражение, это, знаете, когда вот претензий много разных. Да, женщина здесь отдалилась. И знаете, вот она у меня по описанию похожа на какого-то разбалованного ребенка. И причем эта ситуация, я думаю, она у вас повторяется на постоянной основе. То вы ссоритесь, то вы миритесь. Женщина здесь, как знаете, губки надула. Не буду с тобой разговаривать. Все. Здесь может быть такое, что мужчина здесь пытается помириться, мужчина здесь пытается, знаете как, найти компромисс, договориться, решить между вами вот эту затянувшуюся паузу. А женщина здесь какая-то такая нервомот. Типа, ну вот ты меня уговаривай, вот ты меня убеждай, а я тут тебе просто буду действовать на нервы. Так, а давайте мы спросим, какие у тебя чувства к мужчине? Почему ты так себя ведешь? Ой, ребят, тут такая манипуляторша. Здесь знаете что? Здесь на самом деле человек очень сильно боится вас потерять. И знаете, как вот есть такое выражение «лучшая защита – это нападение». А в первом варианте здесь лучше тебя потерять сразу, чем потерять тебя потом. Здесь странная, конечно, такая логика. Здесь женщина на самом деле боится потерять ваши отношения. И по этой причине она будет пытаться всячески как-то... Давайте спрошу, ты специально это делаешь или бессознательно? В большей степени бессознательно. Здесь может отыграться, что ее мать
она очень несчастлива была в отношениях. Вполне возможно, что эта королева мечей, она видела то, что мать страдала в отношениях, и мать всю жизнь, знаете, либо что-то терпела, либо пыталась вернуть своего мужчину, либо мужчину, у кого как. И королева мечей здесь как для себя пришла к выводу, что лучше вот сразу себя так повести, что я не буду там тебя возвращать, я не буду тебе показывать свою заинтересованность. Здесь человек идет от обратного, что если ты не будешь вот меня больше любить, чем я тебя, то, ну, типа, мне такие отношения не нужны. На самом деле, ребят, здесь есть травма психологическая. Здесь королева мечей, которая очень сильно боится быть брошенной. И поэтому здесь такой подход, что лучше я тебя первая брошу, чем ты меня потом бросишь, когда я к тебе очень сильно привяжусь и буду в тебе нуждаться. Поэтому здесь, конечно, отношения из травмы. Знаете, есть здоровые люди, но их очень мало, психически здоровых людей. Вот как доктора говорят, нет здоровых людей, есть недообследованные. Знаете такое? Слышали? Вот психиатры точно так же говорят, что нет психически здоровых людей, есть недообследованные. У каждого человека есть какая-то травма из детства или из подросткового периода. Поэтому здесь женщина тайком за вами может наблюдать в соцсетях, ходить где-то возле вашего дома или там возле вашего места работы, как вариант. Если у вас есть общая знакомая, она может через них расспрашивать, так, знаете, втихаря, как вы, что у вас, как ваши дела. Ну, то есть однозначно здесь человек интересуется вами и вас не отпустил. Но здесь человек с психологической травмой, здесь человек очень сильно боится быть брошенным. Поэтому, если у вас такая же травма, то вряд ли тут что-то получится. Здесь кто-то должен быть здоровым, назовем это так. Только тогда эти отношения могут быть. Если она боится быть брошенной, вы боитесь, что она вас бросит, то вряд ли тут что-то получится. Поэтому, единички, вот такой вот у вас получился сегодня общий расклад. Кому понравился, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Напоминаю, что это был общий расклад. Для заказа личных раскладов пишите мне на номер телефона, который на экране. WhatsApp, Viber или Telegram. Звонки не принимаю, поэтому только переписка. Так, двоечки, теперь идем с вами. Семерка жезлов. И аркана маг. Так, ну тут вы сейчас как раз в процессе. Смотрите, какие все мечевые карты выходят. Ух ты, аркан императрица. Ох, тут женщина, конечно. Ой, тут характер, слушайте, мама, не горюй. У многих отыграется это ваша жена. У него может быть сейчас какой-то период обострения, назовем это так. Женщина почему-то сейчас от вас начала отдаляться, и мужчина здесь может чувствовать вот это отдаление, холод, дистанцию. Знаете, вот как будто она, как это назвать? Знаете, как вот специально демонстрационно пытается вам показать, что я на тебя обижена. Здесь прям вот какая-то демонстрация.
Того, что, видишь, как ты меня обидел, вот какой ты нехороший, вот страдаю из-за тебя. Потом двоечки. Здесь женщина сейчас в состоянии обиды, и ваши отношения, они в каком-то таком подвешенном состоянии. Знаете, вот как будто женщина может вам говорить такие фразы, типа, может быть, давай разведемся, или там, я еще подумаю, надо ли нам с тобой быть вместе. Знаете, как такие манипуляционные крючки, типа как вот, ну, бойся меня потерять. Так, а почему ты так себя ведешь? Ребят, ну тут женщина почему-то начала обесценивать. Обесценивать ваши поступки, ваши чувства. Здесь очень сильно просматривается обесценивание и какое-то такое, знаете, как все не так. Все не так и все не то. А в чем проблема? Ты разлюбила? Знаете, как потеряла интерес. Кстати, отыграется у многих, что женщина куда-то уехала. Это может быть как другая страна или другой город. Ну, то есть вы далеко находитесь друг от друга сейчас. Очень сильно плохо повлияло расстояние на ваши отношения. Второй вариант, здесь больше речь идет про вашу жену, чем про любовницу. И то, что вы разъехались, это очень плохо повлияло на ваши отношения. Женщина как-то начала обесценивать, как-то потеряла к вам интерес. Такое ощущение, знаете, вот как будто у нее вообще своя жизнь началась. У вас своя, у нее своя. А была ли у тебя любовь вообще когда-нибудь? Вы знаете, ребят, у многих вообще может отыграться, что до встречи с вами она вообще любила другого мужчину. И я напоминаю, что это общий расклад, это не личное гадание, поэтому это не значит, что это должно отыгрываться у всех. У кого-то отыграется, у кого-то нет. Это можно переживать, если вы знаете эту историю, ну, то есть она вам сама это рассказывала, тогда, значит, расклад с вами точно резонирует. Здесь про то, что до встречи с мужчиной женщина любила другого мужчину. И знаете как, очень часто люди делают такие ошибки, когда ты расстался с тем, кого любил, и сразу резко бросился в другие отношения. И почему-то такие люди думают, что новые отношения, вот они как типа исцелят, помогут забыться. На самом деле это не помогает. И вот второй вариант здесь про женщину, которая бросилась в отношениях с мыслью о том, чтобы исцелить вот эту боль, которая у нее была после расставания с тем человеком, которого она любила. Потом двоечки. В вашем варианте здесь речь не о любви, а здесь больше речь о привычке. Это больше похоже на то, когда люди живут вместе, потому что либо им удобно, либо им комфортно, но это не про любовь. И вот сейчас, когда на расстоянии вы оказались друг от друга,
Вот у женщины как раз и всплыли все вот эти вещи про то, что она не любит, про то, что эти отношения – это больше привычка, чем любовь. И расстояние между вами, оно как бы усугубило эту картину, оно как бы обнажило проблемы в ваших отношениях. Здесь у женщины желание, знаете, как проговорить вот эту тему и желание выйти с вами на связь и вот эту тему поднять. А что бы ты хотела сказать? Ребята, у многих отыграется, что она уже вам могла это озвучить. Либо по поводу развода, либо по поводу того, что она не любит, либо по поводу, что она не хочет больше оставаться в этих отношениях. Да, видите, здесь и выбор. Напомню, что расклад общий. Это не значит, что это отыграется у каждого из вас. Но у кого-то отыграется, что у нее есть другой мужчина, и она хотела бы на эту тему поговорить. Поэтому двойки. Вот такой ваш вариант. Для тех, кто себя узнал в общем варианте, и у вас действительно вот такая сейчас горячая и сложная ситуация, обращайтесь ко мне за личным гаданием, потому что на личном гадании мы рассматриваем конкретно вашу личную ситуацию и вашу женщину. И на личном раскладе мы уже точно разбираем ее чувства, мысли, действия и перспективы ваших отношений. И как лучше вам поступить, чтобы для вас это был самый лучший вариант. На этом все. Кому расклад понравился, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, обращайтесь за личными гаданиями. И всем хорошего вечера и всем пока.